Всем привет! Сегодня у нас на канале новая сказка «Иван Царевич и Серый волк». Семья, три брата, и опять младший попадает в интересные ситуации. Это сам Иван Царевич. И у него всегда есть имя, заметил? Да, а у тех двух я так и не понял. У них не было имени. Просто старшие. Да. Да, и здесь мы видим, опять же, нету материнской части, она где-то есть, но она вскользь где-то, может быть, проскакивает, но ее нету. Вот как такое, она не представлена в сюжете никак. Она есть, но ее нету. Да. Ну, она не представлена в сюжете. Не развернута, вообще никак не характеризуется ничем. И что же мы видим? Мы видим то, что символ-то матери все равно есть. Дерево. На яблоне растут золотые яблоки. Вот то, что мы видим, да. И кто-то их ворует. И из-за этого царь не может ни спать, ни есть. И вот как символ, женский символ, он уже как раз представлен здесь в виде яблони. Потому что царь привязан Только ли? только ли к яблоне. Только ли в яблоне представлен? Нет, из жар-птицы, конечно же. Вот. Женская появляется жар-птица. Да, и женское, получается, грызет женское. Ну да, получается. В твоих фантазиях это выглядит, наверное, так. В этой сказке женское, да, представлено двумя образами. Это яблоня и жар-птица. И из-за того, что жар-птица клюет яблоки золотые, царю не по себе. А что это вдруг царю стало не по себе, когда она клюет яблоки? Ну, потому что она склевывает женский символ, видимо. Да нету правильного или неправильно. Понимаешь, сказки рассматриваются всегда на разных уровнях. Для одного уровня это так, для другого это так, для третьего это так. Правильно, неправильно, нету. Может быть, есть то, что и я не знаю, и это даже очень нормально. Просто когда алмаз, он, ну там бриллиант, он многогранен, какая грань правильная? Ее нету, правильно. Ну вот. То же самое в сказке, нет правильной грани. Есть все красивые. То есть отец расстроился от того, что к нему на территорию кто-то лазит, и кто-то ворует его добро, его золото. Ты бы расстроился? Конечно. Яблоки, ну, даже если у тебя из сарая брали бы кирпичи, ты бы, наверное, расстроился. Только просто по одному пониманию, что на твою территорию кто-то заходит и что-то ворует. Яблоки, кирпичи, доски, я не знаю, что там. Ну и дети вызвались помочь. Опять же, по старшинству самый старший. Ну, это же сюжет не только в этой сказке, да, если мы посмотрим, по-моему, Сивка-Бурка там пшеницу воровала, ела, за ней дозор. Кто еще? Этот, как там его? Конек-горбунок. Там тоже вытаптывала. Кобылица. Сюжет такой, что кто-то забирает, а кто-то пытается... Что-то забирает, а кто-то ищет того, кто забирает. Но если сюда смотреть, да, у нас здесь мужское разделено на 3 части. На какие? То есть, если собрать это воедино, то это будет человек, там целая личность. А если разделить на 3, ну это ум, это что еще? Чувства, наверное. Тело, и вот как раз-таки третье это чувство. То естественное, то естество, то инстинктивное, что может идти вперед. Ум засыпает, тело засыпает, а инстинкты они не засыпают. Вот это вот такое нечто божественное, пробожественное, естественное, оно может двигаться вперед и идти за тем, чем хочется. То есть служить службу своему царю. Царь же тоже отец, да, вот этот царь, это то, что царит у тебя в голове. Некий тоже отцовский принцип. В предыдущей сказке девочка со спичками, она тоже служила своему отцу. Да, и вот этот младший, он как раз смог увидеть, кто это. Чувства не спят. Не спят. И даже ухватил за хвост и оторвал. Одно перо. Да, перо жар-птицы. Жар-птицы, да. Жар-птицы, да, опять-таки мы к такой интересной теме, интересную тему смотрим, как разжигание чего-то, да. Огня какого-то. Огня, жар-птица, да, она птица, которая ясная, проявленная, и она появляется только ночью и крадет самое ценное из сада. Да, она же не клюет листья, она не клюет ветки, она именно яблоки, плоды да, золотые. То есть,
Знаешь, как вот в эту сторону, если посмотреть, можно здесь пофантазировать с такой стороны, что когда наступает кризис, для того, чтобы нам перейти на другой уровень, для того, чтобы перейти человеку на другой уровень, нужно, чтобы у нас что-то украли. Самое ценное для нас. Именно надо, чтобы украли или потерял, или... Ну, в жизни это происходит, как потерял, как, я не знаю, там, заболел, долги у тебя образовались, там, еще что-то. То есть, чтобы ты хоть какое-то начал действие, чтобы ты начинал проходить путь героя из твоего сада, ну, из твоего жизненного пространства, что-то похищают, что-то отбирает. Вот это интересный поворот. Птица имеет такой еще духовный смысл. Птица, она, во-первых, женская, да, женского рода. То есть это какой-то женский принцип, который духовный, который уносит. Плюс, так понимаю, что он везде, он свободный, этот принцип. Да, в нем много свободы. И то есть ухватить это, взять какое-то озарение себе, осмысление и начать двигаться. Он же дальше за ней пошел. И ее пошел искать. И тогда начинается движение, тогда дальше присоединяется. Ну, там много всего, действительно, сказка большая, сказка интересная. И там появляется и волк. Да, который вначале съедает лошадь. Агрессия, волк, да, съедает лошадь. А вот здесь вот интересный такой поворот сюжета. Вот он, пока Иван-Царевич лег спать, он лошадь его съел. Угу. А потом он такой, я не знаю, то ли его чувство вины, то ли он послужить хотел. Он такой, давай, я съел твою лошадь, я помогу тебе, в общем, найти жар-птицу и садись на меня. Ну, смотри. Здесь вот, ну, опять-таки, давай будем фантазировать. Мы не знаем истину в последней инстанции, мы можем просто пофантазировать в этом месте. И если мы сюда заглядываем, если мы в это место смотрим, то у нас образуется что? Кто такой волк? Это хищник, лесной житель. Хищник, да? Он же, ну, не травоядный? Нет, абсолютно. Хищник. Что такое лошадь? А лошадь травоядная. Травоядная. Если смотреть на символику, опять-таки, лошадь имеет такую символику, одну из символик, то, что это жизненная сила. А волк хищник. Все это инстинкты. Чувства, опять же. Кто съедает лошадь, кто съедает жизненные силы? Инстинкты. Хищник. Хищник. Кто такой хищник? Да? Агрессия. Агрессия съедает внутренние силы. Это вот почему, наверное, когда сильно с кем-то ругаешься, чувствуешь себя бессильным. Когда очень много агрессии подавляешь, она съедает очень много твоих сил. Даже когда подавляешь? Да. А когда выплескиваешь, она... А когда выплескиваешь, она тебя несет. Ты на ней едешь. У тебя выстраивается тот, кто тебя несет. Как интересно. И получается, действительно, мы видим то, что он на нем едет, потом на волке, на агрессии. Да, ну смотри. Вот давай такой жизненный пример приведу. Вот у тебя начальник на работе, допустим, да, у тебя начальник на работе. Просто мы посмотрим в эту сторону. И он тебя разозлил. Ты на него, ну так как бы ты ему высказать это на данный момент не можешь. Почему? Ну, потому что, наверное, будут последствия. Ну, вызовешь ответную агрессию. Ну, какие-то будут последствия. Что ты делаешь? У тебя агрессия есть? Подавляешь, конечно. Подавляешь. И ты много сил, тебе хочется кулаком по столу, а ты не можешь. И эта вся агрессия начинает направляться вовнутрь. Что происходит? Происходит подавление, и уходят твои жизненные силы. Много энергии тратишь, чтобы вот этот фасад держать. А когда ты признаешь, что вот, блин, как бы признать-то можно по-разному, не обязательно об этом в лицо, можно сказать, да, просто себе сказать, да блин, вот оказывается, я злюсь на него, и это выразить каким-то образом, каким-то доступным тебе способом, там, да, порисовать то же самое. Порисовал там все, что хочешь, там, меч, ну, порисовал какой-нибудь символ, и ты начинаешь уже с этой агрессией взаимодействовать. Ты уже ее к себе присваиваешь, тебе не нужно с ней бороться. И у тебя появляются силы, и у тебя другая история, тебе хочется горы свернуть.
Ты пошел к своей цели, побежал, поехал за своей жар-птицей. Заметьте, у нас есть еще одна сказка такая, которая там, если Емеля — это тот, кто ехал на материнском благословении, то Иван-Царевич едет на мужской агрессии, на родовой агрессии. Еще это такой родовой символ. Мужская сказка получается больше. Конечно. Можно и про жар-птицу посмотреть, с глазами жар-птицы сказка, тогда она будет женская, да. То есть можно с глазами яблоками взглянуть, и Получается, тогда она просто будет сказкой. получается, у нас есть сказка, которая охватывает много всяких аспектов разных. С какой стороны Любая посмотреть? сказка, да, давай, любая сказка будет охватывать разные аспекты. Ты тот же самый, допустим, кого мы разбирали, «Кот в сапогах», ты можешь посмотреть с глазами принцессы. И ты будешь все время сидеть в карете и находиться рядом с батюшкой, который готов тебя женить, его и выдать замуж за достойного тебе человека. Угу. Тебе как-то грустно стало в этой сказке. Ты что-то так задумался. Ну, есть о чем подумать. Ну, просто такого ракурса, наверное, не видел еще. Да. Ты ожидал чего угодно, но только не такого поворота. Не такого поворота, да. Итак, и получается, он едет на агрессии, дальше Иван-Царевич набирается опыта, Да. пытается украсть эту жар-птицу, волк его предупреждает. Волк вообще мудрое животное очень такое, если в лесу выжило, да еще и такой опыт у него, он знает, что делать, предупреждает, что не надо делать. Волк — это не то чтобы даже агрессия Ивана-Царевича, да, его внутренняя агрессия. Это может быть и родовая агрессия. Она связана с родом, с отцовским, с чем-то мудрым. Конечно, у отцовского много мудрости. И тогда он начинает за него делать. Знаешь, когда дела сами делаются, ты к ним усилий не прилагаешь, а они делаются. А они делаются. У тебя есть такой опыт. Ты просто берешь свои эмоции под контроль. Ты свои эмоции, их признаешь, ты их никуда не деваешь, никуда не выкидываешь. И ты начинаешь жить по своему нутру, по своим инстинктам. Ну, то есть не то, чтобы по своим инстинктам, да, пошел, наорал, накричал. Нет, ты как человек их проживаешь. И тогда у тебя дела делаются. Жар-птица ловится, Елена рядом сидит. Кто там еще? Там конь был. Конь. А вот давай посмотрим, как... Новая жизненная сила возвращается. Жизненная сила возвращается. И вот обязательно смотри, у каждого животного есть некий предмет, который нельзя трогать. Я не знаю, как это связано, не связано. В общем, есть некое правило, которое нельзя нарушать, иначе будут последствия. Ну, представляешь, там Иван-Царевич, он такой дурак. Ну, по сказке сложилось, что так. Он все нарушает. Вот именно такое мнение и сложилось, что он куда еще не скажи, он туда обязательно вляпается. Да. А почему так, как ты думаешь? Почему так происходит? Потому что, как вот я думаю, то, что у человека не было опыта какого-то, и он решил его таким образом получить. Ему было интересно. Он присваивает этот опыт, да. Он присваивает для того, чтобы... Ну, то есть он поглощает этот опыт в себе для того, чтобы он у него был. То есть на основе вот этого он свой уже дальше делает. Да, набирается. Да, и вот смотри, что мы видим. Он попадается на всех этапах. Тут же проблема сама по себе решается, и говорится, что вот в соседнем царстве есть лошадь. Если приведешь мне ее, я тебя прощу, я отдам птицу. Он идет за лошадью, опять то же самое повторяется. И вот на тебе. И опять же царь предлагает вариант решения проблемы. Придешь мне Елену прекрасную, я отдам тебе лошадь, и все будет окей. И все забудем про это. Смотри, сначала птица, потом лошадь, потом уже девушка. По нарастающей. Да. Хотя смотря с какой стороны смотреть, да, то есть можно так посмотреть, что сначала со своей душой, жар-птицей, женской частью, да? Женской частью соединяется лошадь, возвращает себе жизненную силу. И дальше уже возникает такой образ Елены. То есть, если это все соединить, то
Он становится полноценным мужчиной, видимо, Да. который привлекает девушку. Да, и он проходит, каждый раз он проходит испытания царей. Да, То есть разные, опять-таки, разные грани отцовского. Чужеземные цари, он же их не знает. То есть эти грани отца, которые он не знает. И в процессе, да, он получает опыт общения с ними. Угу. И что же дальше-то происходит? Интересно, вот он получает Елену, и Возвращается. И возникает дилемма, он влюбляется в нее, она ему нравится, он не хочет отдавать уже. То есть он нарушает уже вот эту договоренность первоначальную, берет на себя такую ответственность. И опять же, смотри, решает не он, как что делать, помогает ему волк, опять мудрая часть такая, отцовская. Он ее слушает. Ну, кстати, да. Он ее слушает, он слушает себя, слушает такое вот что-то первородное в себя. Хотя вначале он ее не слушал, он говорил, что не бери. А дальше он начинает слушать. И получается, слушая свою вот эту первородную часть, он... Себя, грубо говоря. Иными словами, слушая себя, свои чувства, желания, и ты получаешь действительно, что хочешь. Да. И растешь, как хочешь. Да, там еще один был такой интересный эпизод, когда порубили-то на куски. Да, этот эпизод мне тоже очень понравился. Мы давай быстренько по верхам пройдем. То есть волк ему везде помог пройти эти испытания, присвоить все эти артефакты, женщину, лошадь, жар-птицу. Он такой довольно красивый, встречает своих родных братьев, засыпает. Они его находят в поле там, его, как говорится, убивают, преобразуют его, трансформируют. Разделяют на части. Разделяют на части. Вот, кстати, интересная метафора. Так там не метафора, там так они и делают, рубят на части. То есть, да, что происходит? Как ты думаешь? Как ты думаешь, что происходит? Что происходит? Они позавидовали, решили от него избавиться. Для чего? Для того, чтобы получить его вот эти все штуки. И получили они бы и так получили. Все равно он все привез в царство. Присвоить себе заслуги. Это же такая вот Иван, все-таки такая интуитивная часть. Наивная немножко. Обычно это дураки, но бывают и царевичи. То есть такие тоже бывают. Смотри, когда у нас интуиция засыпает, что просыпается? Просыпается ум, тело. И тогда они интуицию рубят на кусочки. То есть снова разваливается человек на части. Все распадается. Ум отдельно, там, тело отдельно, интуиция отдельно, да, такой дух отдельно. Вот. А почему так происходит? Когда он именно возвращается назад, и у него вот это вот есть эти материальные вещи. Потому что он вырос, и ему надо совершить переход какой-то, я такая. Соединиться, все соединить. Обычно, когда в нашу жизнь входит блага, квартира, машина, кто у нас довольствуется всем этим? Ум. И тело. Машина что делает? Тебе уже не надо ножками ходить. Да, ты можешь наехать. Да, и когда ты уже умеешь читать, тебе не надо учиться читать, да? То есть у тебя уже есть вот эти навыки, и ты можешь расслабиться и не расти дальше, не быть со своим духом. Ты начинаешь разваливаться в этот момент на кусочки. И здесь, получается, к нам приходит живая мертвая вода. И опять снова приходит мудрость, вот эта вот часть, которая инстинктивная, которая отцовская, которая родовая, которая лечит. То есть это можно назвать таким, когда у нас все есть, у нас еще бывает наступает, мы не можем это присвоить, и наступает момент депрессии. А что дальше с этим делать? Ум и тело пользуются, а мне что? И тогда говорит, соберись. Самое важное — быть целым. Собрать все свои части. Собрать все свои части. Для этого сначала поливают мертвой водой. Не части убить, а мертвая вода, она что делает? Она обеззараживает. Сначала все обеззаразить, а потом заживить. То есть снять все лишнее. Потом заживить, и потом все приходит присвоение. Дальше я становлюсь все. Теперь я точно на этом уровне. Теперь я точно могу жить вместе с этим. А потом волк, опять же, помогает разобраться с братьями. Да. Агрессия. Агрессию проявляет.
скрытый у главного героя. Главное, чтобы это служило, ум и тело служило нашему развитию, а не мы служили телу и уму. А чувства, получается, они как в процессе идут, да? Вместе с самым телом. Ну вот смотри, да, если вот в эту сторону посмотреть, то мы рождаемся целыми. Ты что, рождаешься без агрессии? А по сути пользуемся мы только чем? Когда мы хорошие мальчики, хорошие девочки. Умом. Умом и телом. Тело начинает служить, ум начинает служить кому-то. А чувства, инстинкты, они не проявляются. Потому что хорошие мальчики не плачут. Ты что, мальчик, ты что заплакал? Ты что, мальчики не плачут? И все, вот она, чувственность, она подавляется. Разве можно злиться на маму? Как ты посмел? Мама ж святое. Мама святое, да. Ты можешь злиться на маму? Ну вот и все, вот оно все подавилось. Вот они, братья ум и телу, все это подавили, разложили. Да еще по чуланчикам, в чуланчик сложили. Важно в балансе, быть в балансе. Баланс, да, ну это, чтобы все шло служению твоему росту и развитию в этом мире, а не служить там уму или служить телу. Да, бывают очень такие клевые люди, которые много всего знают, а в жизни человек несчастен. Вот они служат своему уму. Или там наоборот своему телу. Когда там вот мне нужен идеальный нос, идеальный рот, идеальные бицепсы, идеальное чего-то там. Да, все идеально, только не принимая свое, что есть. Да, то есть я не принимаю то, что мне дали, как меня экипировали в этот мир. Исходное состояние. Да. Спасибо вам за просмотр данного ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Всем пока. Всем привет, вы на канале. Всем привет. Сегодня у нас будет новая сказка. Иван Васильевич, у меня запал прямо. Прикольно. Мне нравится этот фильм, кстати. Сама по себе сказка, все вы ее знаете. Сюжет главный вы знаете. Ну или не знаете, значит знаете. Что я несу? Знаете, не знаете. Красавчик. Можно потом отсюда нарезать Стёба. Всеми... Ладно, сказка достаточно известна. Ее, я не знаю, где ее читают. Ее дети читают вместе с родителями. Я ни разу не читала своим детям. Я-то знаю, а дети нет. Ну, может быть, потом ознакомишь. Возможно. Или оставлю есть в секрете.